Всем привет, меня зовут Симбат, добро пожаловать на мой канал. Недавно я прошла практику в парламенте Германии, в Бундестаге, и это у нас третья серия дневников практикантки из парламента Германии. В прошлом видео я показала вам рум-тур, показала экскурсию по Берлину, показала экскурсию по Бундестагу, какие у меня были первые впечатления, кто у меня соседка. Для тех, кто меня не знает, отмечу, что я закончила международные отношения, люблю немецкий, английский языки, была в Германии уже несколько раз, проходила различные стажировки в ЮНИСЕФ, то есть в структуре ООН, работала в квазигоссекторе, работала в сфере коммуникации, в консульстве США здесь, в Казахстане. Да, я, кстати, в принципе, из Казахстана. В целом, веду блог, рассказываю вам о том, что существуют разные возможности, что нужно искать себя, что нужно быть искренним, честным самим собой в первую очередь, нужно развивать себя. Если вам интересны такие темы, то подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень рада. Если вы смотрите меня регулярно и не подписаны, то я прошу вас тоже подписаться на мой канал, потому что все еще эта цифра меня очень сильно огорчает, что все-таки меня смотрят люди, но они не подписываются. Давайте, пожалуйста, это исправлять. А мы с вами продолжаем. Сегодня у нас, так скажем, в меню будет очень много. Советую запастись чем-то очень теплым, вкусным. Будет много советов по переезду, по загранице вообще. И особенно для тех, кто в будущем тоже будет проходить эту практику. Для вас, наверное, это будет вдвойне интересно. Небольшой дисклеймер. Сейчас я нахожусь в Астане, приехала с этой программы, снимала во время программы разные видео, влоги, и вот сейчас, сидя здесь, все вот так обрабатываю, анализирую и веду вас по пути этой программы. Это будет полезно не только для тех, кто хочет в Германию или хочет на эту программу, а в целом для тех, кто хочет учиться за границей, кто хочет жить за границей, и вот эти вот все моменты привыкания и так далее. Ну и, конечно, если вы хотите подаваться на эту программу, то для вас это будет вдвойне приятнее, интереснее. Кстати говоря, у меня есть бесплатный гайд о том, как получить стажировку в Бундестаге. Заглядывайте в инфобокс, там есть вся информация. Один из первых советов для тех, кто уезжает за границу, неважно вот так вот на практику или на учебу, это постараться больше общаться с людьми, как с local people, да, так и с людьми а-ля с вашего региона. Мне кажется, для многих это не секрет, что когда ты приезжаешь в другую страну, ты выходишь из зоны комфорта, у тебя начинается период привыкания, и чтобы он прошел менее болезненно, да, менее тревожно, я считаю, что нужно общаться больше с людьми. Так, например, мне повезло, что в Берлине жила моя подруга-одноклассница, мы знаем друг друга уже очень много лет, и я первым делом буквально там в первой неделе написала ей о том, что я приехала, давай встретимся. Встретились, поговорили, она мне рассказала интересные особенности жизни в Берлине, как она сама приехала. Потом мы посетили одну ярмарку, случайно на самом деле на нее попали. Продолжая тему о людях, о том, как важно в первую очередь, наверное, с людьми общаться, чтобы не оставаться часто одним, потому что какой бы ты интроверт не был, мне кажется, все равно, когда ты переезжаешь, когда ты полностью один, немножко тяжело. И в одну из первых тоже недель ребята из СНГшного пространства, да, из постсоветского пространства, мы собрались, и я не знаю, почему мы выбрали именно узбекский ресторан, но, видимо, за первые 2-3 недели мы уже успели соскучиться по еде. Там были ребята из Турции, из Армении, из Узбекистана, Азербайджана, ну и мы, да, из Казахстана. Признаю. Я боялась изюма. По-моему, да. Нет, у меня не должно быть. Может, кипяток попросим? Тут можно так делать? В целом мне было приятно осознавать, что мы одновременно настолько разные и в то же время настолько похожие друг на друга. Я человек, который любит очень часто грешить мультитаскингом и делать многие проекты одновременно. И когда я приехала в Берлин, я знала, что я буду сдавать IELTS. В Астане, перед тем, как уехать на эту программу, я не успевала уже сдать и записалась на сдачу IELTS в Берлине. Подарок от меня мне в честь сдачи IELTS. О боже, неужели в Берлине солнце? По-моему, это потому, что я сдала IELTS. Это был для меня, на самом деле, очень волнительный опыт. Первый раз за границей. В целом, я второй раз в жизни сдавала IELTS. Готовилась за 2-3 недели. И в целом, мне кажется, хороший был результат для такой подготовки. Особенно по райтингу я не ожидала, что у меня будет 7,5. Ребята, вы падаете. Я только что приехала с экскурсии, и пока мы ехали, я получила свои результаты IELTS. И устроила себе праздничный ужин. Правда, он не очень красивый, но это типа роллы, оставшийся рис, курица, добавила сюда огурцы, соус. И, вы будете удивлены, но хлеб с маслом, он был горячий, поэтому он немножко уже плавится. Для меня хлеб с маслом — это что-то из детства.
Это comfort food. Короче, я получила 7,5, по райтингу 7,5. Очень странно, что по спикингу у меня 7,0, самый низкий показатель. Ну ладно, whatever. Мне для магистратуры 6,5 и 7,0 было бы fine. Будем праздновать. Если вдруг вы хотите, чтобы я поделилась опытом, что я конкретно делала, какие у меня есть лайфхаки, как готовиться в таких экстренных случаях, то дайте мне знать об этом в комментариях, конечно же. В целом, ориентировочно по времени мы с вами сейчас все еще находимся в марте 23 года, потому что это был такой важный месяц подготовки к самой практике, потому что потом, в целом, когда у вас уже начинается сама работа в команде депутата, время как будто летит, потому что я сейчас, когда смотрела свои материалы, я реально понимаю, что когда начинается конкретная работа, ну, как и в обычной, наверное, жизни, все начинает просто лететь день за днем, с понедельника в пятницу, поэтому март я немножко хочу дольше поместить вас в это время и рассказать вам, что конкретно там происходило. Продолжались в целом занятия, были онлайн-занятия, офлайн-занятия в самом Бундестаге. Один раз нам даже удалось побывать на заседании, где выступал сам король Чарльз III. Кстати говоря, он, оказывается, очень хорошо говорит на немецком языке. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen. И сразу, не отходя от кассы, вам совет, когда вы вот на таких программах, пожалуйста, заранее всегда смотрите за тем, какие объявления, какие новости пишут вам на портале, ну, на платформе, да, где ваши все материалы. В нашем случае это, по-моему, был Moodle, или какие-то письма на электронной почте. Их может быть очень-очень много. Меня, если честно, каждое письмо немножко тревожило, потому что когда ты приезжаешь в Германию, ты встречаешься с огромным количеством бюрократии, и это в целом, я думаю, по Европе так, то есть эти моменты, когда тебе нужно зарегистрироваться, да, как жителю Берлина, тебе нужно закончить все моменты со страховкой. Да, это все у тебя оплачивается, но все равно ты должен пойти и зарегистрироваться, ты должен открыть счет, подождать, чтобы тебе открыли счет, отправить эти данные счета в университет. То есть очень многие вот эти вот щепетильные моменты нужно делать заранее. Старайтесь, даже если это очень много кажется, даже если вы к этому не привыкли, читайте все внимательно. Например, вот что я начала про этого короля, когда был набор на участие в заседании с ним конкретно в зале одном, да, сидеть, нам написали об этом на почту, оказывается, и стипендиатов около 100, да, 97-98. Мест было 30, то есть понимаете, что по-любому 2/3 не смогло попасть, соответственно, сразу совет в таких вещах, first come, first served, как говорится, кто первый пришел, тот занял место, поэтому не игнорируйте такие вещи. Как я сказала, в целом в программе были помимо лекций, были разные экскурсии, выезды, например, мы также посетили Берлинскую стену. По сути, Берлинская стена была построена, чтобы помешать бегству граждан Германской Демократической Республики, ГДР, на запад. Стена простояла 28 лет, до 9 ноября 1989 года. В ней видели линию фронта и символ холодной войны между США и Советским Союзом. И до сих пор по всему Берлину сохранены места, то есть буквально на брусчатке, на дорогах, где проходила стена, как напоминание о трагичных строчках истории. Или, например, мы бывали в бывшей политической тюрьме. Да-да. Точнее, мемориал на месте главной политической тюрьмы бывшего коммунистического министерства государственной безопасности Восточной Германии. Мемориал Hohenschönhausen — это музей, расположен в северо-восточном районе Берлина Лихтенберг, был открыт в 1994 году на месте главной политической тюрьмы Тазии. В отличие от многих других правительственных и военных учреждений Восточной Германии, тюрьма Hohenschönhausen не подвергалась штурму демонстрантов после падения Берлинской стены, что позволило тюремным властям уничтожить доказательства работы и истории тюрьмы. Из-за этого сегодняшние сведения о функционировании тюрьмы поступают в основном из рассказов очевидцев и документов, полученных из других восточно-германских учреждений. Нам экскурсию вела как раз одна женщина из бывших заключенных, имя которой я забыла, но она очень эмоционально и интересно рассказывала о своих впечатлениях. И написала даже книгу об этом. Из еще одних посещений экскурсий могу отметить посещение главных офисов медиа-агентств в Берлине. Это Deutsche Welle, наверное, вы его знаете, если изучаете немецкий язык, Spiegel, ARD и другие. Тоже, чтобы записаться в какую-то из этих групп, куда именно вы хотите попасть, нужно заранее записываться, и опять-таки тот же принцип first come, first served. Я записалась в группу, которая идет на экскурсию в офис Spiegel, потому что в Deutsche Welle я уже была. Я там уже была в Бонне, тоже один из главных офисов, когда я училась по программе Erasmus Plus в Германии. Об этом тоже у меня есть видео уже, оттуда влоги разные. Посмотрите, если вам будет интересно. Кстати говоря, как стипендиаты, мы не знали, какую партию или какому депутату мы попадем, в какой комитет, чем мы будем заниматься. Мы это узнаем примерно за неделю до официального дня открытия, церемонии открытия, или, как на немецком это называется, Auftaktstag. И сразу небольшой совет. Если вы будете стипендиатом этой программы, и вы получите письмо, наконец-таки, о том, что вы отнесены к тому или к другому депутату, то рекомендуется просто написать письмо о том, что вот я такой-то, такой-то, я рад, что мы будем вместе работать. Цель письма должна быть поприветствовать
там заранее поблагодарить и, возможно, договориться о встрече заранее. Ну, это просто такая неформальная встреча, чтобы друг друга узнать, чтобы вы знали, к кому вы идете, да, к какой команде вы идете. То есть это не обязательно. Иногда бывает, что команда сама уже заранее на вас выходит. Если говорить о церемонии открытия, кстати говоря, это тоже такой важный день. Это день, когда все стипендиаты встречаются со своими депутатами, со своей командой, с которой они будут работать. Ожидается, что придут люди, гости из посольств ваших стран. Я сначала, когда увидела план наших мероприятий, я почему-то не придала этому дню особого значения, но чем ближе он подходил, тем больше были среди нас, девчонок, не знаю, разговоры о том, что вот такой важный день, что вы наденете там и так далее. А я знала, что нам нужно сразу привезти там формальные вещи, да, официальные, но как бы это же церемония открытия, таких прям вау вещей и платьев у меня с собой не было. Поэтому я, королева дедлайнов, решила в последний день, вот день в день, когда эта церемония открытия на вечером, я днем пошла искать себе одежду. Я поняла, здесь 2 соединенных торговых центра. Ну да, на самом деле сложно сразу разобраться, поэтому нужна карта. И я только что пришла с Манго. Я, по идее, искала много в разных магазинах, H&M, Zara и так далее, но какой раз я уже нахожу вот прям мой стиль в Манго. У нас тут вот такой блейзер. Я прям сразу в него влюбилась, когда увидела его. Сначала хотела надеть что-нибудь такое, типа бежевое, черное, серое. Но я подумала, я, во-первых, живу один раз. Во-вторых, когда еще я смогу быть здесь, в парламенте, в Германии? Ну, когда еще произойдет квинтэссенция всех событий, что я буду здесь и смогу красиво показать себя, представить там свою страну, познакомиться со своим депутатом. В общем, вот такой блейзер. Я, наверное, потом вам еще скину, покажу фотку, как я в итоге все выглядела. Но вот такие зеленые брюки к этому блейзеру. То есть я надену, я буду очень яркая на самом деле. Вот здесь есть вот такая деталь. И здесь еще вот эти стрелки, они прям прошиты. Ну, еще взяла пиджак, который буду базово носить. Ну, это такой вариант на каждый день. А сегодня я еще купила себе очки, потому что мои очки, они все какие-то немножко старомодные. О май гад. Вип-казашка вайбс, кажется. Isn't it cool? Мне кажется, они очень классно выглядят. Все, увидимся с вами на вечере. Девчонки, можете посмотреть сюда в влог? Schäfer gesehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren und vor allen Dingen natürlich, liebe... Мне до сих пор кажется, что я немножко выглядела overdressed. Сам вечер прошел очень уютно, все были в классике, все были красивые, торжественные. К сожалению, моя депутатша в тот день не смогла прийти, но пришли 2 девушки с ее командой, очень классно с ними поговорили, познакомились друг с другом. Так как по временным рамкам мы с вами все еще находимся в марте, я хочу рассказать вам про празднование Наурыза и начало Ораза Айы, да, месяца Ораза, Рамадан или Рамазан месяца, месяц, когда мусульмане держат пост. Наурыз я встретила необычно. У нас в Казахстане Наурыз очень ярко встречается, не знаю, на моей памяти всегда и в школе, и в университете, и вот так просто в городе всегда люди ждут этот праздник, это действительно такое обновление, особенно в Астане. Ну, хотя после Науруза все еще лежит снег, но тем не менее ты ждешь этот праздник, потому что 21-22 марта это уже вот точно после этой даты. Будет тепло, хочется жить, все прощаются с зимой. Мне, на самом деле, он даже приятнее, чем 8 марта, наверное. 8 марта как-то всегда какой-то все равно для меня немножко чуть-чуть стресс, потому что ты всегда думаешь, какие подарки нужно купить, кому нужно подарки купить, всех поздравляешь. Наурыз почему-то у меня ассоциируется с вот расхламлением, можно лишнее выкинуть, снять с себя там тяжелые толстые куртки, возможно, перестать носить шапку. Не в Астане, опять-таки, да. У меня в этот раз в Берлине получилось так, что я решила, наверное, изобразить из себя Гермиону, быть в 2-3 местах одновременно. Подруга, с которой мы в самом начале встретились, Инкар, пригласила меня к себе домой, мы покушали бешбармак. Опять-таки, у меня вот такой месяц получился вообще не стрессовый, по-моему, потому что сразу мы там познакомились с ребятами с нашего там пространства. Постепенно я там отвыкала или вливалась в немецкую среду, так сказать.
скажем. Урус отпраздновали, 8 марта мы отпраздновали. Кстати, в прошлом влоге я тоже это показывала. И потом я поехала к, опять-таки, центральноазиатским, так скажем, друзьям. Покушали, тоже повеселились. Вообще, тему религии я не особо хочу поднимать на этом канале или вообще с кем-то. Просто скажу, что я держу пост второй раз в жизни, и то, если честно, пока что как, наверное, эксперимент. Я не знаю, как будет дальше. Мне хочется больше вам показать то, что в этой программе вот мне удалось быть как бы в комьюнити тех, кто держит пост. Это были ребята из Иордании, моя соседка, да, из Египта, Марокко, Турции, Индонезии. То есть это было такое, человек 20, наверное, собиралось, которые держали пост, и мы как-то все время собираться на вот эти аудашары. Не знаю, интересно, что какие-то такие особенности нас объединяли в то время, как мы, по сути, все равно из разных частей света. Вау! Ich hab gesagt, Mashallah. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله وأبي فديك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد بالسلام И плюс еще было интересно наблюдать, как другие ребята, которые не держали пост, например, там из Колумбии, или те же ребята из Индонезии, которые не держат пост, просто с нами все время, им было интересно узнать, как это все происходит. Как знаете, у казахов есть такое слово ашпулу, да, то есть быть открытым. Кузашек, мировоззрение такое открытое, то есть ты не думаешь, ой, это что, чужое, не хочу, неинтересно. И наконец-то мы с вами переносимся в начало апреля. Поездка в Ваймар на немецком языке, Веймар на русском языке. Вообще город Веймар известен как центр классической немецкой литературы, музыки и философии. В Веймаре жили и творили Гёте, Шиллер, Бах и Ницше. Кроме того, это великолепный исторический город, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Чем примечателен этот город? Например, Verfassung des Deutschen Reichs или Веймарская государственная конституция, первая действующая в Германии демократическая конституция, и это было основой сегодняшней конституции уже Федеративной Республики Германия. Поездка тоже выдалась интересная. Там реально, буквально каждое здание — это здание наследия ЮНЕСКО. Эту серию мы с вами зашлифуем началом практики в Бундестаге. Наконец-то, 11 апреля началась практика. Конечно, это был волнительный день, даже если до этого мне удалось уже познакомиться со своим депутатом. Кстати говоря, я не сказала, куда я попала, да? Я попала в комитет исследования образования, партию ЦСУ-ЦДУ или ХДС, ХСС, к депутату Катрин Штафлер. Она очень крутая, она мне так понравилась. Мы с ней так классно, не знаю, прям сконнектились, мне кажется. И я очень рада, что они поддерживали. Об этом, ладно, я позже вам расскажу. Но в первый день, конечно, тебе все равно страшно. Все слова, которые ты знал на немецком языке, вообще все ты забыл. Ты не знаешь, с чего начать, что нужно делать, вдруг ты опоздаешь. Я, возможно, сейчас еще драматизирую, но все равно в первый день это как... Нет, хотела сказать 1 сентября, но с какого-то класса 1 сентября у меня уже вообще не с волнением, а просто уже с заранее усталостью ассоциировалась. Просто хоть и ты месяц готовишься к этому, да, вот весь март и чуть-чуть начало апреля ты готовишься к началу практики, все равно, мне кажется, до конца никогда не будешь готовым, и только когда начинаешь вот на практике, ты понимаешь, что к чему. Но первый день прошел более чем классно, меня так приятно встретили. Очень важно, конечно, в какую команду вы попадете, но об этом мы поговорим в следующих видео. Кроме этого, в следующем видео я расскажу и покажу вам свою самую дорогую покупку, мне кажется, да, самостоятельную. Это вот эту камеру, на которой я сейчас снимаю. Расскажу также про бюджетные поездки по Европе, куда мы ездили, что мы использовали для этого. Естественно, больше про саму работу в команде депутата, что конкретно я делала, боялась ли я, не знаю, косячила ли я. Вопросы, кстати, можете заранее мне тоже задать. Походы в посольство Казахстана, поездка в Европейский
парламент, в общем, все вот такие вот интересные моменты, путешествия. Скоро-скоро вас ждут, обязательно подписывайтесь. Поставьте, пожалуйста, палец вверх этому видео. Это всего лишь одно действие, но помогает и мне, и другим людям увидеть его, и мне это приятно, потому что дальше продвигает видео. Я вас очень сильно благодарю за то, что вы посмотрели это видео. Увидимся в следующих дневниках. Baby, you give me